Всем привет! Предлагаю сегодня связать фламинго. Мне так почему-то захотелось, облазила пол интернета, пересмотрела кучу схем, и в итоге то в одной мне что-то не нравится, то в другой что-то не нравится. Я, как всегда, в своем репертуаре решила связать что-то общее, что-то объединенное, поэтому в итоге я даже не знаю, что у меня получится. Но взяла два цвета розовой пряжи, взяла темно-коричневый и белый, такой молочный. Глазки 14 миллиметров, крючок 3,5. 3,5 можно взять 3, и по глазкам я точно ничего не могу сказать, потому что я эту игрушку еще не вязала, я только себе представляю, как она должна выглядеть, поэтому глазки я беру 14, но возможно 12 миллиметров. Ну что, будем вязать чудо. Я не знаю какое, но я уверена, что оно будет очень замечательное. Приступаем! Вязать начинаю с Dolce 764 цвет. Мы будем вязать с вами, начинать с хвоста, причем не просто с хвоста, а с перышек на хвосте. Давайте будем пробовать. Ой, что-то я в них как запуталась. Так, приступаем. В кольцо амигуруми, а в моем случае я делаю 2 воздушные петли и во вторую ввязываю, значит, делаем 1 столбик без накида и дальше сразу провязываем 10 воздушных петель. Во вторую мы вяжем 3 полустолбика без накида. Дальше вяжем 3 столбика без накида. И дальше вяжем 3 столбика с накидом. Так, у нас тут вот она вторая. И так, 3 столбик с накидом. Теперь в кольцо вяжем опять столбик без накида. Это получается в кольце второй. И делаем 14 воздушных петель. Теперь делаем 4 полустолбика. Три столбика без накида. 3. Три полустолбика с накидом. И 3 столбика с накидом. Вот оно, наше кольцо. В
кольцо вяжем третий столбик без накида, и у нас будет третье перышко. Такие уже перышки. В третий столбик мы вяжем 15 воздушных петель. Дальше вяжем 3 полустолбика без накида, четыре столбика без накида, три полустолбика с накидом, и 4 столбика с накидом. Дальше обратно в кольцо. Вот оно, наше кольцо. Вяжем столбик без накида. Так, пока у нас хвостик получается. Теперь мы вяжем так же, как второе перо. 14 воздушных петель. Четыре полустолбика с накидом. Без накида, господи. 4 полустолбика без накида. Три столбика с накидом. Набрали 14 воздушных петель. Дальше вяжем 4 полустолбика без накида. Соединительных столбика буду называть. Три столбика без накида. А сама накид кидаю. Так, 3. Раз. Три полустолбика с накидом. И 3 столбика с накидом. Опять в кольцо вяжем столбик без накида. И здесь мы вяжем как первое перо 10 столбиков без накида. Три соединительных столбика. Три столбика без накида.
3 столбика с накидом. И теперь вяжем, получается у нас 6-й столбик без накида в кольцо амигуруми. Вот так. Теперь в то же кольцо амигуруми с другой стороны вяжем 6 столбиков без накида. Видите, вот я просто сложила. И опять здесь же делаю раз. Между перышками. И 6-й. Ставим маркер. Получается, мы связали первый ряд 6 столбиков без накида вот этой светлой пряжей. И во втором ряду ставим маркер и будем менять цвет пряжи на более яркий. Опять же, у вас может быть наоборот. Поменяла цвет. И дальше во втором ряду мы будем вязать 6 прибавок. В конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида. Эти я потом хвостики попрячу внутрь. Надеюсь, вас они не будут смущать. Так, раз. Пропустила один. Так, вот мы связали 12 столбиков без накида. Третий ряд. Мы вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получится 15 столбиков без накида. Четвертый ряд вяжем 15 столбиков без накида.
без изменений. Пятый ряд. Вяжем 4 столбика без накида, прибавка 3 раза. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. Гром гремит. Наверное, дождь будет. Вам слышно? Четыре и прибавка. Следующий 6-й ряд мы вяжем 18 столбиков без накида. Самостоятельно. 7-й ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 21 столбик. Что еще хотела, если у вас не совсем получится вот это с хвостом ввязывать, вы можете отдельно связать перышки и потом их просто пришить. Мне не захотелось пришивать, я решила поэкспериментировать. Восьмой ряд. Вяжем 6 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда получится 24 столбика. Ага, пропустила. Надо быть повнимательнее, правильно? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. Все равно надо считать все время. Ой. Так, следующий ряд, 9. Мы вяжем 7 столбиков без накида, 1 прибавка.
Если мы прибавки делаем все время в одном и том же месте, у нас вот здесь вот получается вот такой колосочек идет. Если вы хотите, чтобы такого колосочка не было, значит нужно делить. Вот следующий ряд 10. У нас идет 8 столбиков без накида, 1 прибавка. Мы с вами можем связать 4 столбика без накида, прибавка, потом 8 столбиков без накида, прибавка 2 раза и 4 столбика без накида. То есть мы немножечко сдвинем прибавку в другое место. Хотя я кому объясняю, вы, наверное, знаете все это. Напишите, вы так делаете или нет. И последние 4 столбика. Одиннадцатый ряд. Мы вяжем 9 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда 33 столбика. Вы уже подписались на канал? Здесь будет море экспериментов. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео и новые интересные игрушки. Я надеюсь, они вам нравятся. Подписались? Тогда продолжаем. 12 ряд. Вяжем 10 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получается 36 столбиков. Я вяжу 5 столбиков без накида, смещаю наши прибавки. Пять. Прибавка. Дальше 10. Прибавка. Опять 10 прибавка.
Вот такое тельце у нас вырисовывается. Мы вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас получится 30 столбиков. Три столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Связали мы 19 ряд. И теперь мы находим самое длинное перышко. Самое-самое длинное. Складываем пополам. И мне получается, надо связать еще 1, 2, 3, 4 петли смещения. Делаем смещение, чтобы самое длинное было вверху. Так, я делаю 4 столбика. У вас, я не знаю, может быть вязание у всех разное, плотность у всех разная, и поэтому количество петель смещения может быть тоже абсолютно разное. Вот так. Вот он. Теперь 20 ряд. Мы вяжем 3 столбика без накида. И дальше 6 раз столбик без накида, 1 убавка. И 3 столбика в конце. Вот так у нас вырисовывается тело. 21 ряд вяжем 3 полустолбика с накидом. Дальше 6 убавок. И 3 полустолбика с накидом. Набиваем тело холофайбером.